Собаки-ищейки аэропорта подбежали к чемодану и не отходили от него, пока все не собрались вокруг. После серии проверок безопасности полиция аэропорта открыла коробку. То, что они увидели, было настолько душераздирающим, что заставило их заплакать. В оживленных коридорах международного аэропорта Бейрута офицер Нассер и его четвероногий напарник Джим приступили к своему обычному патрулированию. Джим, немецкая овчарка с нюхом, чутко улавливающим все подозрительное, обычно спокойно выполнял свои обязанности. Однако именно в этот день обычная рутинная работа превратилась в сказку, полную тайн и интриг. Когда они прогуливались по аэропорту, окруженные организованным хаосом пассажиров и грузов, Джим навострил уши и ускорил шаг, когда они приблизились к, казалось бы, ничем не примечательному чемодану, прибывшему из Украины и направлявшемуся в Бейрут. Этот ящик, как и любой другой в оживленном грузовом отсеке, не имел никаких отличительных особенностей, но что-то в нем привлекло внимание Джима. Обычно, когда овчарка замечала что-то неладное, ее ответом был громкий лай, который эхом разносился по терминалам. Но на этот раз произошел неожиданный поворот. Вместо привычного лая Джим издал тихое поскуливание и с внезапной поспешностью бросился к скромной коробке. Проявив нехарактерный для себя страх, он быстро присел на корточки перед чемоданом, оставив офицера Нассера в недоумении. Опытный офицер с многолетним опытом работы бок о бок с Джимом оценил значение этого странного поведения. Собака, обычно спокойная во время их обычных проверок, вела себя так, как будто столкнулась с чем-то, выходящим за рамки их обычных наблюдений. Интуиция офицера подсказывала, что они вступают на неизведанную территорию. В коробке, проделавшей путь от Украины до Бейрута, было несколько почти незаметных дырок, которые вызвали любопытство собаки. Овчарка обнюхивала их и каждый раз на несколько секунд отшатывалась, как будто в нос ей ударяло отвратительное зловоние, которого не мог уловить нос проводника. Осознавая потенциальную опасность, которую мог представлять любой неопознанный пакет, офицер решил проявить осторожность. Коробка и ее неизвестное содержимое представляли потенциальную угрозу, которая требовала тщательного изучения. В ней могло храниться все, что угодно, от незаконной контрабанды до взрывчатых веществ. Следуя протоколу, сотрудники аэропорта вызвали команду по обезвреживанию бомб, специализированное подразделение, обученное выполнять деликатную задачу по проверке и, при необходимости, обезвреживанию потенциально опасных материалов. Когда команда по обезвреживанию бомб, одетая в защитное снаряжение, прибыла на место происшествия, они перенесли коробку в изолированное помещение, подальше от любопытных взглядов зевак. Напряжение, повисшее в воздухе, стало ощутимым, и собравшиеся сотрудники обменялись взглядами, в которых смешались любопытство и опасения. Пес Джим оставался необычайно оживленным, его хвост вилял с такой настойчивостью, что это отражало серьезность ситуации. Внутри уединенной комнаты команда по обезвреживанию бомб провела тщательный осмотр. Офицеры, находившиеся за дверью, тихо переговаривались, переводя взгляд с закрытой двери на оживленного Джима. Было ли что-то еще в этой, казалось бы, обычной коробке? Наконец, по комнате пронесся вздох облегчения, когда саперы объявили, что посылка не представляет никакой угрозы взрыва. Потенциальная опасность, нависшая над аэропортом, рассеялась, но загадка сохранялась. Полицейские, теперь вооруженные гарантиями безопасности, столкнулись с нерешенным вопросом, что вызвало такую беспрецедентную реакцию у Джима. Немецкая овчарка по-прежнему проявляла волнение, выходящее за рамки обычного. Офицеры были опытны в расшифровке собачьего языка и распознали сохраняющееся напряжение, повисшее в воздухе. Как будто собака пыталась передать что-то, выходящее за рамки традиционных сигналов. Технически
Они могли просто отправить коробку обратно на хранение и подождать, пока коллеги из службы безопасности не заглянут внутрь со своими инфракрасными приборами. Но возбуждение собаки было слишком сильным, чтобы его игнорировать, поэтому полицейские решили повнимательнее присмотреться к ящику. Эти крошечные отверстия в коробке, которые поначалу казались незначительными, оказались важной уликой. Офицер Нассер, словно детектив, решающий головоломку, провел пальцами по отверстиям. Когда он это делал, он почувствовал слабый запах, исходящий из них, запах, от которого все встало на свои места. Джим и в самом деле заметил кое-что странное. Атмосфера, когда-то чреватая потенциальной опасностью взрывчатых веществ, теперь наполнилась интригой живой тайны, скрытой в безобидной коробке. Приняв коллективное решение открыть коробку, офицеры приготовились к неожиданностям. Каждое движение было обдуманным и расчетливым и усиливало ощущение неизвестности, витавшее в воздухе. Когда крышка коробки со скрипом открылась, перед офицерами предстало зрелище, которое превзошло их ожидания. Ничто не могло подготовить их к тому, что они увидели. 3 детенышей сибирского тигра, потрясенные внезапным потоком света, лежали, прижавшись друг к другу в опилках. Люди, которые увидели их, были в равной степени удивлены, и в комнате воцарилась удивленная тишина. Офицер Нассер на мгновение потерял дар речи. Открытие о присутствии тигренка в неприметной коробке раскрыло историю, которая превзошла все ожидания офицеров и погрузила их в незнакомый мир небрежного отношения к животным. По мере того, как офицеры осторожно извлекали детенышей из их камер, реальность их бедственного положения становилась все более очевидной. Сама суть их существования, переплетенная с дикими ландшафтами, по которым они должны были бродить, была отнята, заменена суровыми рамками клетки, в которой не было даже самого необходимого для их благополучия. Испуганные и дезориентированные, медвежата издавали приглушенное рычание. Тишина, воцарившаяся в комнате, была оглушительной, как будто сам воздух осознавал серьезность их появления. Как долго они были заперты, лишены солнечного света и свежего воздуха. Должно быть, они пробыли в этой коробке какое-то время, потому что к их шерсти прилипли экскременты и опилки. Коробка была полна паразитов и червей, которые не прекращали своего нашествия. Некогда нетронутый мех тигрят превратился в поле битвы для этих крошечных захватчиков. Вид жалких условий, в которых находились крошечные тигрята, вызвал слезы на глазах у всех, кто наблюдал за ними. Как могло случиться, что этот ящик, наполненный страданиями и отчаянием, так долго оставался незамеченным? Как он прошел проверку в аэропорту отправления? И кто должен был его забрать? На данный момент этого никто не знал. Но когда полицейские осторожно достали тигрят из коробки, они немедленно обратились в компетентные органы, чтобы те нашли ответы. И именно тогда они узнали о том, какое трудное путешествие пришлось пройти этим малышам. Они родились в зоопарке в Украине, им было предназначено будущее в пределах зоопарка Самар-Аль-Хусанави в Дамаске, и предполагалось, что их обменяют на других животных. Но ответственные лица не соблюдали правила, и тигрята оказались в клетке без надлежащего ухода. Офицер Нассер, который обычно имел дело с людьми, теперь должен был придумать, как помочь этим тигрятам. Они были обезвожены, а их шерсть была в беспорядке. Из сострадания персонал использовал одеяло и воду, которые они нашли поблизости, чтобы создать комфортные условия для тигров прямо в аэропорту, но они прекрасно понимали, что им это не по силам. К счастью, когда прибыла служба контроля за животными, они отвезли тигрят в безопасное место, где им стало лучше. Малыши, которых теперь зовут Майя, Таня и Антон, стали символами храбрости. Несмотря на то,
что начало их жизни было трудным, сотрудники службы контроля за животными позаботились о том, чтобы у них был второй шанс на жизнь. Приют для нуждающихся животных, принял Майю, Таню и Антона с распростертыми объятиями. Ветеринары и сиделки, имеющие опыт реабилитации травмированных животных, ждали их приезда. Тигрят, все еще явно потрясенных пережитым, поместили в специально отведенное место, где они должны были начать выздоравливать. Медицинское обследование показало, насколько тяжелы были физические нагрузки на тигрят. Обезвоживание, недоедание и психологические травмы, полученные в заключении, были очевидны. Ветеринары приступили к разработке индивидуального плана ухода. Для восстановления их обезвоженного организма им вводили жидкости, а для восстановления здоровья была разработана тщательно подобранная диета. Приют стал обителью обновления, местом, где за ранами, нанесенными этим величественным созданием, ухаживали с максимальной отдачей. Вернувшись в аэропорт, сотрудникам полиции было о чем подумать. Они хотели убедиться, что люди, ответственные за жестокое обращение, столкнутся с последствиями. Они также надеялись, что, поделившись этой историей, больше людей узнают о важности бережного и доброго отношения к животным, независимо от того, откуда они родом и куда направляются. Маленькие тигрята, получившие свой второй шанс на лучшую жизнь, показали всем, что иногда героев можно встретить в самых неожиданных местах, даже в аэропорту. По мере того, как разворачивалась история о тигрятах, стали известны подробности их мучительного путешествия через границы. Они были частью выводка, родившегося в зоопарке в Украине, и невинно появились на свет судьбой, предопределенной действиями людей. Сделка заключалась в обмене тигров на диких кошек, и, по словам директора зоопарка в Николаеве, она была законной. Владимир Топчи, директор зоопарка, настаивал на законности сделки и подчеркивал, что таможенные декларации и оформление документов являются доказательством соблюдения требований. Однако реальность рисовала совершенно иную картину. На ящике, прибывшем в международный аэропорт Бейрута, не было ни маркировки, ни документов, и он не соответствовал международным правилам, таким как те, которые установлены Международной ассоциацией воздушного транспорта, IATA, или Конвенцией о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения, CITES, несмотря на то, что 4-месячные сибирские тигры были доставлены в международный аэропорт Бейрута. Подпадал под эту категорию. Отсутствие основной информации, например, указатели вверх или вниз на коробках для транспортировки, в сочетании с грязными условиями внутри ящика указывали на систематические сбои, которые выходили за рамки национальных границ. Было проведено дальнейшее расследование обстоятельств, связанных с перевозкой тигрят. В центре внимания оказался директор зоопарка в Украине, организатор этого бесчеловечного мероприятия. Стали известны подробности сделки по обмену этими невинными существами, но не было никаких конкретных сведений об их средствах передвижения или состоянии здоровья. Новость о спасении тигрят быстро распространилась, и реакция общественности была смесью возмущения и сострадания. Повествование, движимое неожиданными героями, полицейскими аэропорта и их бдительной собакой-ищейкой, фильм завоевал сердца мировой аудитории. В социальных сетях бурлят дискуссии об опасностях торговли с животными и важности строгих правил для охраны дикой природы. Активисты по защите прав животных, подкрепленные доказательствами, представленными Animals Lebanon, усилили свои призывы к справедливости и ужесточению правил, чтобы предотвратить такое бесчеловечное обращение. Они обратились к ливанскому судье с просьбой передать тигров под их опеку. На следующей неделе судья удовлетворил их просьбу. Джейсон Мейер, исполнительный директор, и его команда немедленно мобилизовались,
чтобы обеспечить тигрятам специализированный уход, в котором они отчаянно нуждались. Судебный процесс также вызвал новый всплеск интереса к привлечению к ответственности лиц, занимающихся торговлей дикими животными. Этот случай побудил международные организации внимательно изучить существующие правила и выступить за принятие более строгих мер по защите животных во время транспортировки. Шокирующие подробности путешествия тигренка стали поводом для более широкого обсуждения этики торговли экзотическими животными. После судебного решения Animals Lebanon сотрудничала с глобальными организациями по охране дикой природы, чтобы создать всеобъемлющую систему этической транспортировки животных. Их усилия были направлены не только на удовлетворение насущных потребностей Майи, Тани и Антона, но и на предотвращение подобных инцидентов в будущем. После того, как их выпустили в Animals Lebanon, 3 тигренка вступили в новую главу своей жизни под их самоотверженной опекой. Адаптация детенышей к новому окружению была непростым процессом. Они привыкли к ограниченному пространству клетки, но открытый и просторный вольер поначалу ошеломил их. Воспитатели внимательно наблюдали за их поведением, следя за тем, чтобы переход был постепенным и соответствовал уникальным потребностям каждого детеныша. Майя, самая маленькая из троицы, проявляла признаки повышенного любопытства, несмотря на свою первоначальную робость. Таня, средний детеныш, проявляла большую осторожность, в то время как Антон, самый крупный, проявлял удивительную игривость. Отличительные черты детенышей начали проявляться по мере того, как они исследовали окружающую среду, осторожно пробуя свою новообретенную свободу. Чтобы справиться с психологическими шрамами, оставшимися после их травмирующего путешествия, Animals Lebanon заручились поддержкой специалистов по поведению животных. Эксперты наблюдали за поведением своих детенышей, отмечая любые признаки беспокойства или дистресса. Были организованы развивающие мероприятия, чтобы стимулировать их когнитивные способности и дать выход их природным инстинктам. Игрушки, конструкции для лазания и спрятанные лакомства побуждали тигрят взаимодействовать с окружающей средой, создавая чувство безопасности и нормальности. Процесс реабилитации также включал в себя взаимодействие с людьми, чтобы укрепить доверие и смягчить любой затяжной страх. Воспитатели проводили время рядом с вольером, постепенно приучая медвежат к своему присутствию. Медленно, но верно Майя, Таня и Антон начали воспринимать окружающих их людей как источник заботы, а не угрозы. По мере того, как дни превращались в недели, физические изменения в тигрятах становились очевидными. Их шерсть, некогда спутанная и покрытая пятнами, вновь обрела блеск благодаря тщательному уходу и лечению от паразитов. Изнурительные последствия недоедания начали исчезать по мере того, как детеныши с жадностью поглощали питательные блюда, приготовленные заботливым персоналом. Эмоциональное исцеление было столь же глубоким. Приглушенное рычание и испуганные взгляды, которыми были отмечены их первые дни, сменились более уверенным и непринужденным поведением. Некогда дезориентированные тигрята теперь бродили по своему вольеру с вновь обретенным чувством уверенности, что свидетельствует о преобразующей силе сострадательной заботы. В дополнение к их физическому и эмоциональному благополучию приют уделял приоритетное внимание социальному развитию детенышей. Сибирские тигры известны своей замкнутостью, но связь, возникшая между ними во время совместного испытания, побудила опекунов позволить Майе, Тане и Антону остаться вместе. Дружеские отношения между ними троими стали источником утешения и поддержки, когда они преодолевали трудности реабилитации. Успех восстановительных работ привлек внимание не только местного сообщества, но и международных организаций, занимающихся охраной дикой природы. Были созданы совместные инициативы для обмена знаниями и передовым опытом, что позволило создать сеть поддержки в подобных случаях по всему миру.
Уроки, извлеченные из реабилитации Майи, Тани и Антона, будут способствовать постоянному совершенствованию протоколов спасения и реабилитации животных, вырванных из лап незаконной торговли дикими животными. Реабилитационный путь этих 3 тигрят выходил за пределы приюта. Были разработаны планы по возвращению их в более естественную среду обитания, где они могли бы процветать и вносить свой вклад в сохранение своего вида. Переговоры с авторитетными заповедниками дикой природы и природоохранными организациями были направлены на то, чтобы обеспечить детенышам беспрепятственный переход к жизни, приближенной к их дикому наследию. Какая удивительная история о стойкости и сострадании. Наблюдение за замечательным путешествием Майи, Тани и Антона было поистине впечатляющим. Что бы вы сделали, если бы обнаружили чемодан, полный животных, которые являются объектами незаконной торговли? Считаете ли вы, что люди, ответственные за эту ситуацию, должны были понести более суровые наказания? Поделитесь своими мыслями и реакциями в комментариях ниже. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.